Давно собиралась рассказать о фильме «Красная палатка». Собственно, как продолжение целой серии роликов о реальных событиях, которые легли в основу сценария этого фильма. Серия этих роликов выложена на канале Дарвинского музея, и это очень интересная история, касающаяся Руаля Амундсена и Умберто Нобеля, двух экспедиций на дирижаблях к Северному полюсу, и обе достигли Северного полюса, но одна благополучно вернулась на Землю, а вторая потерпела крушение, что стало причиной развертывания грандиознейшей спасательной операции, в которой участвовали самолеты, корабли, собачьи упряжки и кто только не участвовал. И вот, собственно, об этом и был снят фильм спустя 40 лет после этих событий. Сам фильм является, понятное дело, не документальным, а как раз мифологизирующим. То есть спустя 40 лет создатели фильма пытались вот со своей перспективы посмотреть на то, что было, и сделать из этого миф, как и любой хороший художественный фильм. Ну, вы спросите, а почему они раньше этого не сделали? Да? Ну, могли бы там спустя 10 лет, 20 лет, 30 лет, в конце концов. Почему 40 лет надо было ждать до этого? Но если посмотрим на даты, все станет понятнее. 28-й год, да? Потом наступает 38-й. Тут совершенно никому не до фильмов о «Красной палатке», тем более, потому что это годы большого террора. В 1938 году арестовали руководителя спасательной операции на ледоколе «Красин» Рудольфа Самойловича. В 1939-м его расстреляли. 1948 год – это борьба с космополитизмом. И тут уж, конечно, не до того, чтобы вспоминать какие-то прецеденты международного сотрудничества. В 1958-м тоже продолжаются темные времена. И вот только в 1968-м, когда уже и оттепель отцвела, но все-таки уже восстановлены какие-то международные связи, стал возможен этот фильм. Придумал его сделать Михаил Колотозов. Это великий режиссер. Мой любимый его фильм «Неотправленное письмо» про геологическую экспедицию, несчастно закончившуюся. И он, собственно, всю жизнь снимал черно-белое кино. «Летят журавли», вот тоже все, наверное, знают. А это была цветная, фантастически красивая и дорогая картина. И вот чтобы ее снять, было сразу понятно, нужно очень много денег. Там ледоколы, там дирижабли, там корабли, и кого там только нет. Поэтому нужны были партнеры. Логично предположить, что партнерами могут быть итальянцы, потому что это как бы советско-итальянская история. И действительно, продюсер Франко Кристальди взялся за этот проект. У него был свой интерес, кроме самого фильма, потому что его жена Клаудия Кардинале была звездой мирового кинематографа, и он видел ее в этом фильме. История создания сценария, всякие кинематографические перипетии уже рассмотрены в нескольких роликах, которые можете найти в YouTube. Я буду рассматривать его с точки зрения соответствия реальной истории и причин, почему эти реальные факты искажены или изменены по каким таким культурологическим, политическим и разным другим причинам. Вот что меня интересует. Все зависит от ветра, солнца. Одному дьяволу об этом известно, детка. История спасения экспедиции Умберто Нобеля, которая называется «Красная палатка» условно, потому что люди, уцелевшие после аварии дирижабля, спасались на льдине в палатке. Палатку-то они сами выкрасили в красный цвет, чтобы их было удобнее рассмотреть на льдине. Поэтому вот она красная. Запомнили, просто «Красная палатка». Эта история была очень благодатна для сценаристов, именно наших, по крайней мере, для нашего советского кино, потому что она была такая сырая, то есть она не была еще такой вот забронзовевшей, как, например, история Челюскина. История Челюскина, это 1934 год, она бронзовела уже по ходу того, как разворачивалась, потому что тогда уже Сталин понял, что всякие полярные эти происшествия, какими бы они ни были, удачные или нет, они очень способствуют пропаганде советского вообще государства, и нужно их обязательно использовать. Поэтому уже по ходу того, как развивались события, уже писали в газетах, уже придумывали какие-то, облекали это в какую-то там благовидную форму, всякие там неприятные подробности скрывались и так далее. То есть это было уже совершенно такое перепаханное поле, там нечего было делать. И уже трудно было докопаться до реальных фактов. Вообще книга вот подробная, с разбором всех фактов, насколько возможно беспристрастно. А челюскинская вся эта эпопея вышла только в 2023 году, собственно.
Такая интересная толстая книга. Вот. А история Красной палатки, она не была еще так вот упакована в те годы, потому что еще не наступило время для этого. Потому что в 30-е годы, вот когда уже прекратились всякие международные связи, когда все поездки за границу стали большой проблемой, когда стали репрессировать всех, кто побывал за границей и видел там другую лучшую жизнь, все они стали вмиг шпионами и так далее. В это время уже как бы историю-то замолчать было нельзя, но они уже старались так это условно рассказывать в общих чертах, не особенно подробно. Даже фамилию Самойловича, репрессированного, просто не упоминали. Знаете, нелегко рассказывать историю, когда ты одного из главных персонажей не можешь даже по имени назвать. И в том числе этот фильм 69-го года, то есть он вышел в 69-м, а сделан в 68-м, он ценен уже тем, что хотя бы была названа фамилия Самойловича, и он там присутствует как действующее лицо. Самойлович, ваш приговор. Я присутствую здесь в качестве свидетеля неприсяжного. Я полагаю, что у нас нет оснований судить генерала Нобеля. Мы выполнили свой долг в этой трагедии. То есть для нас, для советских граждан, это был очень хороший повод с перспективы конца 60-х осмыслить конец 20-х. И ностальгическая музыка Зацепина, которая в этом фильме играет одну из главных, мне кажется, ролей, это мощнейший такой драйвер для наших чувств. Это ностальгия не только по несбывшейся любви Мальмгрена, одного из главных героев, и Валерия, его возлюбленной, но и ностальгия по времени свободы, по времени безгрешности, как бы времени до большого террора, когда вот народ еще не пережил вот этого страшного гнета, вот этого разлагающего ужаса. Ностальгия по тому времени, когда весь этот героизм был как бы даже неосознанным, когда он был таким невинным, и люди еще не думали на каждом шагу, а что скажет на это товарищ Сталин. Так вот, были найдены партнеры, все это было очень сложно, все это долго, но тем не менее, вот сколотили команду, сценарий писали долго и мучительно, и начал его писать и Юрий Нагибин, который старался следовать, насколько это возможно, всем известным ему тогда фактам. Как мы знаем, Юрий Нагибин очень талантливый исторический такой стилизатор. Но в этой истории, к сожалению, не было места женщине. Для продюсера, такого как Кристальди, большая история без любовной линии существовать совершенно не могла. Вот. А тут еще его жена Клаудия Кардинали, как-то же он ее не снимет. Поэтому нужна была женская роль. Нагибин, стиснув зубы, придумал какую-то там небольшую женскую роль, но ее оказалось мало. И вот требовали увеличить ее, все увеличить. Она уже разрослась чуть ли не до размеров Нобеля. Нагибин в конце концов взбесился и отказался продолжать насиловать свой сценарий. Тогда подключились другие сценаристы, итальянский, голливудский, и при участии самого Колотозова, с горем пополам, они собрали все версии в одну, и, как ни странно, вот на мой взгляд, получилось очень удачно. Им удалось учесть и какие-то политические моменты, то есть они не могли сказать прямо какую-то правду, они ее не сказали, где могли сказали, но с художественной точки зрения интересно то, что подспудно в этом фильме возникают какие-то элементы истории, которые даже прямо не упоминаются. Чтобы вас не запутывать, я вот как скажу. Реальная история экспедиции Умберто Нобеля изобиловала дурными предзнаменованиями. Например, в экипаже было 17 человек. Везде пишут, что было 16. Да, в дирижабле, когда он потерпел аварию, было 16. Но вообще-то в команде было 17. Было 2 журналиста. Один летел из Италии до Шпицбергена, а второй уже со Шпицбергена на Северный полюс. Но вообще-то их было 17. 17 это в Италии не такое же несчастливое число, как и 13, проклятое. Известно, что собачка Нобеля, вот эта маленькая Титина, которую он постоянно таскал с собой, которая была его талисманом, не хотела лезть в этот
дирижабль. А между прочим, это не было первым дирижаблем в ее жизни, потому что хозяин-то был, собственно, конструктор дирижаблей. И в 1926 году она была с ним на дирижабле Норвегии. А как же без нее? Она не хотела, и Нобель ее насильно затащил туда. Потом, например, в самом вот этом дирижабле, в этой гондоле, откуда, к слову сказать, выскребли все, что только можно, все, что способствовало комфорту, для того, чтобы облегчить его вес, туда Нобель принес фотографию своей дочери и повесил ее на обшивку. И вот когда дирижабль начал там барахлить, скажем так, и уже приближался роковой момент, Нобелю показалось, что Мария, его дочь, плачет, что на лице ее слезы. В конце концов, когда гондола разбилась об лед, из нее выпали какие-то случайные вещи, и в том числе такая оказалась бесполезная вещь, как статуэтка Мадонны. Это еще надо было взять ее с собой. И она выпала, не разбившись. Нобель, правда, посчитал, что это хороший знак, что, наверное, все-таки их спасут. Ну и так далее. Таких много было мелочей, которые потом уже вспоминались как дурной знак. И вот в фильме, например, тоже есть такие мелочи, которые не проговариваются, но есть. То есть вот этот мотив роковой неудачи, которая была с самого начала предопределена, он там есть. Допустим, там желтый шарфик у Валерии, это возлюбленная Мальмгрена, желтый цвет разлуки. Или, например, когда они счастливы и вместе, она в белой шубке, а потом, когда она одна ищет его и пытается организовать его спасение, и печалится, она в черной шубке, в черной шапочке. Ну, еще есть там ряд моментов, я их упомяну. А сейчас хочу рассказать о более важных, наверное, вещах. Вот если подумать обо всей этой истории как о сценарии реальной жизни, да, как об историческом сценарии, то я бы выделила 3 момента основополагающих, очень важных с точки зрения сюжета. Первый – это гибель Амундсена. Амундсен, как известно, бросился спасать экспедицию Нобеля, хотел, горел всей душой, желал, но его отстранили, и поэтому пришлось организовать собственную спасательную экспедицию, недостаточно хорошо подготовленную, на самолете. И самолет этот пропал вскоре после вылета. И вот гибель Амундсена при, в общем-то, невыясненных обстоятельствах, его так и не нашли, ни его, ни экипаж, уже является достаточным, мне кажется, узлом для вообще отдельного фильма об Амундсене. Вторая роковая смерть – это, конечно, Мальмгрен. Мальмгрен и еще 2 итальянца, Дзаппи и Мариано, через 5 дней после аварии решили покинуть этот лагерь Красной Палатки и пешком пойти к земле. До острова Фойна, в общем, как им казалось, было недалеко, в бинокль было видно в хорошую погоду. И через некоторое время Мальмгрен там отморозил ногу, в общем, очень плохо себя почувствовал и понял, что приближается его смерть. И по свидетельству вот этих 2 он сам попросил оставить его замерзнуть насмерть. Отдал им сам свои теплые вещи, свое продовольствие и добровольно погиб во льдах. Но это так, как они рассказывают. Но есть гораздо более трагическая версия о том, что тело Мальмгрена было съедено. И, вероятно, одним только Дзаппи. Мариано, скорее всего, в этом каннибализме не участвовал. Есть этому ряд доказательств, о которых я говорю в одном из своих роликов, в ролике «Красин», и которые в тот момент были многим людям очевидны, во всяком случае всем участникам экспедиции на Красине. Но поскольку Дзаппи впоследствии уже стал очень важным политическим деятелем и представлял Италию как дипломат в разных странах на протяжении многих лет, конечно, невозможно было сказать, что этот человек людоед. Поэтому в фильме, конечно, это все по-другому показано, но, в принципе, судьба Мальмгрена вот такая вот романтическая, тоже непонятная, его не нашли, где он точно погиб, как он точно погиб, тоже неизвестно. Да? Это тоже такой узел истории, который можно было бы развернуть в целый фильм. Ну и, наконец, третье очень важное обстоятельство – это то, как поступил Нобель. Это очень такой раздутый факт. Дело в том, что когда, наконец, одному из пилотов удалось посадить самолет на льдине, недалеко от Красной Палатки,
это был Лундберг, который мог взять только одного человека с собой. Этим человеком оказался Нобель, хотя он совершенно этого не хотел. Что вы с ним собираетесь делать? Он первый. Ошибаетесь. Первым полетите вы, а не он. Он предполагал какой-то свой порядок эвакуации, и первым там был Чичони, у которого были сломаны обе ноги. Но поскольку Чичони был очень тучен, а самолетик был маленький, Лундберг отказался его брать, а вторым, наиболее пострадавшим при падении, был как раз Нобель. Я улетаю через 10 минут. С вами или без вас? И его стали уговаривать и его, значит, соратники, и сам Лундберг. И, наконец, он согласился первым покинуть лагерь вместе со своей собачкой. И это ему потом очень дорого обошлось. И уж итальянцы трепали его как только могли, вплоть до того, что в газетах писали, что он, мол, сломал ногу, когда бежал к самолету, так он торопился бросить своих товарищей. И вот третьих обстоятельства, очень важные, имеют только один недостаток, если мы говорим о сценарии. Они сюжетно не связаны между собой. То есть это как бы три самостоятельные истории. Но если вы хотите снимать фильм, вам нужно, чтобы все было стянуто в один узел. Тогда у вас получится запоминающаяся история, тогда у вас получится миф. И мне кажется, как раз сценаристы придумали отличный ход. Они туда ввели, во-первых, любовную историю, без которой скучно смотреть любой фильм, даже самый захватывающий. И именно эта любовь и стянула все вот эти три истории в один узел. Генерал, ваше воображение работает неплохо. Отлично выглядит. Интересно, что женщиной была абсолютно вымышленная фигура. То есть вот эта девушка, в которую влюбился Мальмгрен, и которая тут прям мотор всей этой истории, она никогда не существовала вообще. Но это не значит, что в реальности действительно не было никаких женщин в этой истории. Известно, что у Мальмгрена была невеста Анна Норденшольд, внучка знаменитого шведского исследователя, полярника, который впервые в истории прошел северо-восточный путь. За 2 навигации, правда, но он был первым. Его сыновья, 2, тоже были очень известные шведские ученые, и вот дочь одного из них была невестой Мальмгрена. Она была не просто такой вот пассивно ждущей его невестой, она предпринимала действительно большие усилия для того, чтобы будировать эти поиски своего жениха. Она действительно писала какие-то письма, она куда-то ездила, она просто теребила всех, кого могла, для того, чтобы начать эти поиски. И она сыграла значительную роль в спасательной операции и вообще в огласке всей этой истории. Но ее здесь нет, как будто и не бывало. И я думаю, сейчас время перейти к персоналиям. А потом я расскажу, каким образом вся эта любовь, вымышленная абсолютно, просто гениальным образом стянула три главных пункта реальной истории в единую кинокартину. Посмотрим, как идут в фильме титры. Первым Умберто Нобель, которого играет Питер Финч. Вторым Руаль Амундсен, которого играет Шон Коннери, в то время агент 007. Потом идет Валерия, девушка, которая никогда не существовала. Она идет третьей. Мы понимаем, что это, во-первых, по звездности, а во-вторых, по значимости персонажа в фильме. Четвертым идет Лундберг, этот пилот, который взял с Альдины Нобеля. И пятым идет Мальмгрен, вот этот погибший шведский метеоролог, возлюбленный Валерии. То есть эта последовательность уже определяет сюжет. Потом посмотрим, как они появляются в кадре. Значит, история вся строится вокруг того, что Нобель мучается совестью. Значит, он никак не может себе простить того, что он, значит, отпустил этих троих. Во-первых, там Мальмгрен погиб, Мариано ногу потерял. И, конечно, самое главное, что он позволил себе первым улететь с Альдины. Ведь дело в том, что когда фашистское это правительство было свергнуто, Нобеля
который был абсолютно раздавлен, лишен всех наград, званий, можно сказать, изгнан из страны, и он работал и в СССР, потом в Америке он работал во время Второй мировой войны. Так вот, ему вернули все его звания, он стал уважаемым опять человеком, героем, он преподавал долго в Неаполе, там. Он же был выдающийся конструктор своего времени. И вот он как бы до сих пор не может понять, вот он виноват таки или не виноват. Он и в реальности, наверное, мучился. Но вот в фильме это самый главный стержень. И он в своей восхитительной, роскошной квартире с огромной лоджией в городе Рим, с видом на Колизей, ночью просыпается и начинает опять все это прокручивать в своей голове, очевидно, далеко не первый раз. И являются призраки тех, кто участвовал во всех этих событиях. Первым в этот раз появляется Лундберг. Значит, снова суд. Наверное. Лундберг – это летчик. Шведский летчик. В то время, когда все, значит, произошло, в 1928 году, ему было немножко за 30. Такой достаточно молодой человек. В реальности это был очень скромный, воспитанный, хороший человек, который недавно женился. И вполне такой благообразный. Правда, жизнь его была недолго. Он через несколько лет погиб в начале 30-х годов. И вот он является. Но в фильме он главный такой искуситель. Он искуситель и Валерии, и Нобеля, то есть он злодей. И он такой циничный, прямо бес. Вторым персонажем является Валерия. Вот она, значит, такая прекрасная, молчаливая, из небытия. Мы не знаем ничего о ней, она жива, мертва, но она прекрасна так же, как и в 1928 году. Третьим появляется Мальмгрен. И тут уже появляется композиция такая треугольника, потому что в фильме они оба ее любят. Она любит Мальмгрена, а Лундберг ее соблазняет за обещание вызволить Мальмгрена. Что, так и будете за ручки держаться? И дальше должен быть, по идее, кто Дзаппи. Тот, кто, в общем-то, косвенно виновен в смерти Мальмгрена. Но нет. Тут появляется добряк Пьяджи, это радист, который в фильме играет такую примиряющую роль. То есть он такой добрый, малый, честный, хороший, всех примиряет, всех любит. Бьяджи. Я почти забыла Бьяджи. А потом уже Дзаппи. Дзаппи – это очень серьезный, жесткий человек, который в фильме выступает очень активным. Он первым встает на ноги после аварии, он всех там поднимает, всех трясет за плечи. Потом, когда группа этих троих уходит с Альдина, так он дольше всех держится на ногах, и он поднимает то Мариана, то Мальмгрена. И он вроде бы такой молодец, как бы из этих двоих ослабших, он хотя бы одного спасает. Мало того, в кино он Мальмгрена еще крестит перед тем, как оставить его одного в ледяной могиле. А Мальмгрен при этом желает остаться атеистом. Ну и тут самое время остановиться на Валерии, единственной женщине в этой картине. Откуда она взялась? Откуда она вообще материализовалась? Если бы ее просто впихнули в этот фильм как красивую картинку, она бы смотрелась чужеродно. Но люди-то делали талантливые сценарии, фильм снимали, и талантливые, и достаточно осведомленные о том, что происходило на самом деле. Поэтому они сделали из Валерии собирательный образ, такой концентрат разных женщин, которые так или иначе имели отношение не только к этой истории, но и к ее участникам. Вот, например, посмотрим на ее внешний вид. У нее прическа такая типичная 20-х годов, это каре с челочкой. Тогда это было довольно радикально, такие короткие волосы. Если мы посмотрим фотографии экипажа ледокола «Красин», то среди них есть две женщины, и одна из них журналистка по фамилии Воронцова, которая вот внешне похожа на Валерию. То есть это такой же типаж. Она брюнетка с такой же прической, чем-то даже внешне действительно напоминает, но это, наверное, случайность. Но как бы типаж такой вот был. Она русская по сценарию. Откуда ни возьмись, на Шпицбергене какая-то русская медсестра при этом. Да, почему? Не знаю, совпадение это или нет, но Умберто Нобеле
в 1931 году приехавший в СССР и занимавшийся тут налаживанием производства дирижаблей в теперешнем городе Долгопрудный, был в то время вдовцом. И у него известно, что был роман с медсестрой в Кремлевской больнице, к которой его прикрепили. Сестра, вы уверены, что моя кровать не двуспальная? У него был роман на протяжении вот всех нескольких лет, что он здесь жил, а потом они расстались. И спустя много-много лет известно, что встретились. Может быть, это связано как раз с этим фильмом. Вот тут подробностей не могу вам сообщить. Но тем не менее, она была русская медсестра. Мне еще вспоминается женский персонаж из повести Пельника «Заволочье». Я тоже ее упоминала в одном из своих роликов. То есть вот женские типажи таких полярных историй. Вот некая девушка, которая оказывается на Шпицбергене. Шпицберген – это вообще особая территория. Она номинально принадлежала Норвегии, и Норвегия действительно как бы ее контролировала, но там продолжали добывать уголь и русские, и англичане, и кто-то там еще, и в конце концов остались только русские, потому что остальные не были готовы вкладывать такие большие средства в том, чтобы там содержать вот людей, какие-то поселки и все такое прочее. Так вот, на Шпицбергене вполне могла быть русская девушка и медсестра, а в повести «Заволочье» это девушка, иммигрантка, которая мечтает вернуться обратно на родину. То есть она как бы в растерянности и находит себя, и она немножко такая экзальтированная, вот красавица молодая. И, конечно, и Анна Норденшольд, она тоже есть в Валерии, потому что именно Валерия и Лундберга, и Амундсена якобы просто заставляет отправиться на спасение своего любимого Мальмгрена. Вы самая упрямая девица из всех, кого я встречал. Поэтому персонаж очень интересный и вовсе не пустой. Как часто говорят, что якобы Кристальди только для того, чтобы вот дать звездную роль своей жене Клаудии Кардинале, придумали с бухты-барахты вот эту Валерию. Я так не считаю. Это очень важный персонаж, и он там логически абсолютно уместен, даже необходим. Если говорить о внешнем сходстве реальных персонажей с актерами, то им совершенно пренебрегли, вплоть до противоположностей. Вот посмотрите на Питера Финча и на Умберто Нобеля. Финч – это типично северный тип мужчины. И он в фильме такой вот рассудительный, спокойный, такой вот генерал. Кстати, Нобель был самым молодым генералом Италии, не только конструктором. В то время как настоящий вот человек Нобеля был очень темпераментным, он был очень неуравновешенный, временами был просто невыносимо болтливым, тщеславным. Он же вдрызг разругался с Амундсеном после экспедиции 1926 года именно из-за того, что он постоянно перетягивал одеяло на себя. После окончания экспедиции он забыл, что был просто нанятым пилотом, собственно, и стал приписывать себе там, заслуги по и замыслу даже этой экспедиции, и все заслуги по ее реализации. Ну, это вообще отдельная история. То есть типаж, но совершенно не совпадающий. А если уж говорить об Амундсене, если с ним поставить рядом Шона Коннери, то сходства внешнего нет вообще никакого, потому что Коннери как раз наоборот южный тип, то есть он такой вот темноглазый, такой вот темпераментный, и так и хочется даже поменять их местами. Если Финчу прилепить нос с горбинкой, то он как раз на Амундсена будет вполне похож. Подумайте. В общем, Шон Коннери тоже мог бы стать похожим на Нобеля при хорошем-то гримере, но нет. Так уж сложилось, что роли распределились так, как распределились. Странные люди. Это вообще интересная история. Шон Коннери согласился играть Амундсена из вредности, потому что он запрашивал все больше и больше гонорар за роль агента 007. И когда ему уже отказали, сказали, что ну, дальше просто ехать некуда, нет, мы не можем вам столько платить. Он заперся в своем замке в Шотландии и сказал, ну я тогда вообще играть не буду ничего, мне и так хорошо. И когда ему тут позвонили, предложили роль, он решил вот в пику Голливуду взять и сняться в такой вот картине в роли не кого-нибудь, а Амундсена. Главное суметь найти свою роль. Хотя он на него совершенно не похож. Но во всех остальных случаях кастинг более-менее учитывает внешние данные прототипов. И Мальмгрен с Марцевичем, ну, все-таки где-то как-то похожи, ну, в общем, как и все остальные ее персонажи. Что касается Мальмгрена,
Реальный Мальмгрен погиб в возрасте Христа, когда ему было 33 года. Что это был за человек вообще? Да? Это был физически не очень сильный человек, у него был порок сердца. Когда его брали в экспедиции в качестве метеоролога, он был также еще и, наверное, глициологом, можно его назвать, он был специалистом по полярным льдам. Так вот, когда его брали в экспедиции, подразумевалось, что на нем только научная работа, никакого физического труда. Потому что Амундсен, кто и брал его, собственно, в экспедиции, да, в большие, Амундсен знал о его пороке сердца. Нобель об этом ничего не знал. И поэтому Мальмгрен не проходил медкомиссии, кстати, единственный из всего экипажа. Его взяли просто как такого полярника. У него была мать, отец умер, и они были небогаты. Вот у него была невеста, как я уже сказала. Говорили, что он был такой славный малый. В некоторых текстах его даже называют авантюристом. Ему нравилось ездить в эти экспедиции. Что же он за персонаж в кино? В кино он превращается действительно в святошу. И Лундберг, издеваясь, называет его святым Себастьяном в полном облачении, когда он появляется в квартире Нобеля, в римской квартире, во всех своих меховых там штанах и шубах и так далее. Не называя его Иисусом именно потому, наверное, что это уж слишком было бы для советского кино. Ну а так какой-то просто западный святой. О, бог ты мой. Сам святой Себастьян в полном облачении. И здесь на всю эту историю накладывается еще такой, евангельский миф, да, вот шаблон персонажей. Если Мальмгрен это святой, то получается, что Валерия это Магдалина и искуситель Лундберг. Вот такая вот между ними получается история, которая вполне убедительно и разыгрывается в кино. Потому что отношения между Мальмгреном и Валерией сугубо платонические. У них никакая любовь вот еще не развивается. Прямо они знакомятся накануне его отправки в эту последнюю его жизни экспедицию. И у них только-только вот начинаются эти чувства, и они расстаются. И когда Валерия обращается к Лундбергу с просьбой на самолете на своем полететь и поискать ее Мальмгрена, то у него совершенно конкретная цена. Он выставляет ей цену. Что я получу от вас? То есть он требует, чтобы она ему отдалась. Он искушает ее, и ей приходится пожертвовать самым дорогим, то есть своей чистотой, тем, что дорого Мальмгрену. Но она на это соглашается ради его спасения. И по фильму, в общем-то, точно непонятно, то ли она ему отдалась уже до того, как он полетел, то ли она ему только обещала, но уже переживает это как свое падение, и понимает, что она теряет Мальмгрена. Потому что если она выполнит свое обещание, то с Мальмгреном никаких отношений быть уже не может, даже если его удастся спасти. Хорошо, договорились. Ну, а Лундбергу пришлось пожертвовать. То есть он не имеет никакого отношения, персонаж, да, к реальному Лундбергу. Он просто отпетый подлец. И, в общем-то, единственное, что его хоть немножко оправдывает, то, что, похоже, он действительно влюбился в Валерию. Есть в нем, в общем, какие-то чувства, не только животные. Хотел бы я посмотреть на этого парня. Давайте немножечко посмотрим вот по движению фильма, как развивается сценарий, где откровенные враки, прямо скажем, да, а где все-таки близко к реальности, к правде. Ну, одна из самых больших фальсификаций художественного фильма – это отношения Амундсена и Нобеля. То есть в самом начале фильма, после итальянской хроники, где бодро сообщается, что вот экспедиция отправляется, сенсация, сенсация, потом якобы интервью Амундсена, которого, я уверена, он никогда и не давал. Когда его спрашивают, ну, как вы думаете, каковы шансы на успех этой экспедиции, Амундсен говорит, шансы велики, потому что Нобель очень хороший руководитель, очень хороший командир. Если знать реальные взаимоотношения, то это, конечно, выглядит как просто издевательство, потому что Амундсен не только не считал его хорошим руководителем, он прямо заявлял, что ни один норвежец вообще-то не должен участвовать в этой экспедиции, потому что отношение Нобеля и к организации этой полярной экспедиции, и к людям просто возмутительно. И действительно, ни один норвежец не согласился участвовать в экспедиции Нобеля. И были только два иностранца, это вот швед Мальмгрен и еще чех Бегоунек, ученый, физик.
Амундсена с Нобеля разделяла просто непримиримая вражда, скандалы. Все вот эти месяцы между 26-м и 28-м годом, первая экспедиция на дирижабле и вторая экспедиция на дирижабле, были наполнены их постоянной перепалкой, которая очень повредила репутации Амундсена. И вряд ли бы он дал такую лестную характеристику Нобеля. Но вот в фильме так. А тут они как бы такие в кино, равновеликие, полярные герои. И один с уважением относится к другому. Конечно, такая главная ложь, без которой вообще фильм бы не получился, это любовь, которая движет сюжетом, собственно. То есть получается следующее. Мальмгрен совершенно случайно встретил Валерию, медсестру. Между ними чувства, они встречаются, и вот они уже на собачьей упряжке несутся по пушистому снегу, тут душераздирающая музыка Зацепина. Вот они падают, кубарем катятся по сугробу, и, наконец, она кидает ему в лицо снег пушистый, целует его. Кстати, есть две версии монтажа, и вот в итальянской и в американской версии фильма там побольше такой эротики, то есть они действительно там целуются, а в советском фильме даже этого ничего нет. Да и Клаудио Кардинали рассказывала в интервью, что Марцевич стеснялся ее со страшной силой. Просто очень ее боялся. Кроме этого, ужасно мерз при съемках этой сцены, потому что она прям в лицо бросает ему снег, а он там, по-моему, в одном свитере был. И вот она снимает с себя желтый шарфик и заматывает ему шею, и как бы дарит ему этот шарф. И потом они прощаются, она машет ручкой, и дирижабль поднимается выше, выше, а он счастливый, обнадеженный, так сказать, знает, что его ждут, поднимается ввысь. И потом получается, что именно Валерия толкает Лундберга на то, чтобы он полетел в любую, там, в плохую, хорошую погоду спасать, Мальмгрена, и если получится, то и остальных. Понимаете? То есть, если бы Валерия не пошла к этому Лундбергу, не вынудила его дать ей такое обещание, и он бы не полетел на эту льдину, то и Нобеля тоже он не взял бы оттуда, и Нобель остался бы чист перед всем миром, то есть не оставил бы свою команду первым. А как настоящий капитан оставил бы лагерь последним. Но он собирался предпоследним его оставить в реальности, потому что последним должен был быть Бьяджи. Он же радист, он все время, сообщает, что происходит. Так вот, виновата во всем, по сути, Валерия. И этот несчастный Лундберг, который прилетает на льдину, он якобы не знает о том, что Мальмгрена-то там нет. Кто из вас Мальмгрен? Мальмгрен и еще двое ушли отсюда. А в реальности связь была налажена, недели через 2 после аварии. То есть эти трое еще уже ушли с льдины, а связи еще нет с Большой Землей. То есть никто не знает, ищут их или нет. Поэтому трое и ушли. А через несколько дней после этого их сигнал из Красной палатки услышал Николай Шмидт, из нашей там костромской глубинки, один радиолюбитель. И завертелась вся спасательная операция. То есть выяснили их координаты, и пошло-поехало. Тут начали уже и итальянцы сами, и шведы, и норвежцы, и русские. Все начали уже придумывать, как их спасать. И весь мир, конечно, знал, что группа Мальмгрена, 3 человека, ушли из лагеря. В фильме как будто ничего этого не происходит. И этот Лундберг, ни о чем не подозревая, в красную эту палатку влетает и говорит: кто из вас Мальмгрен? И узнает, что Мальмгрен-то ушел, никто еще не знает, что он погиб. Тогда он, так быстренько сообразив, говорит: а Нобель кто? Я заберу Нобеля, потому что он думает, что Нобеля поможет найти Мальмгрена. Мне очень нужны те 3, которых вы отправили. Я никого не отправлял. Ну, неужели? Они ушли по своей инициативе. Я думал, что вы тут командир. Ему, собственно, и Нобель-то не нужен. В реальности Лундберг взял именно Нобеля, скорее всего, потому что за его спасение полагалась большая выплата. Он был застрахован Нобелем. Вот. И за живого платили больше, чем за мертвого. Поэтому Лундберг и взял этого Нобеля первым. Лейтенант Лумберг, все-таки почему вы так настойчиво уговаривали генерала Нобеля лететь первым?
Потом именно Валерия отправляется, представьте себе, не знаю, как она вообще смогла бы это организовать, вот простая такая русская медсестра, со Шпицбергена она отправляется в Осло, под Осло, в усадьбу Амундсена. Приходит к нему уже в другом шарфике, уже в легком пальто, потому что проходит время, то был конец мая, а теперь уже июнь тут. И она такая приходит к Амундсену и заявляет, что она больше, чем подруга Мальмгрена, что Мальмгрен отзывался об Амундсене в самых превосходных степенях, и что Амундсен просто обязан отправиться на спасение этих вот ребят на льдине. Амундсен показан таким, знаете, сибаритом, таким уставшим уже от жизни человеком, который решает, что в Арктику ни за что он больше не вернется. У него, значит, слуга, он объявляет как раз о приходе Валерии, а Амундсен в это время, значит, штангу поднимает и чувствует, что он уже не тот, что прежде, ему тяжело. И он такой разозленный, раздосадованный ее бросает, эту штангу, переодевается, выходит к Валерии. На самом деле не то, что слуги не было у Амундсена. Умерла его старая кормилица, и он вообще жил один в своем доме собственном, который еле-еле удалось спасти от кредиторов. И ситуация его финансовая была очень-очень неспокойная. И так, чтобы почивать вот на лаврах и сказать, я больше никуда не поеду, мне и дома хорошо тут у камина. Он себе не мог такого позволить. Ну и кроме того, у него там своя любовная история намечалась. Вот, и он собирался как-то еще найти где-то денег, чтобы жениться на молодой своей возлюбленной и остаток дней прожить достойно. Но в кино все не так. Значит, Амундсен такой подходит к инструменту, ну типа клавикорды какие-то у него стоят, и он играет какую-то занудную музыку, у него тут слева чучело пингвина, справа чучело белого медвежонка, который символизирует южный и северный полюс, который, значит, он покорил. Вот, и совершенно не хочет он вникать в страдания Валерии. Она же, тем не менее, от него не отстает, допекает его просто и заставляет почувствовать стыд за то, что он увлек Севером и Нобеля, и Мальмгрена, а теперь вот всех бросил. А Амундсен ей доказывает, что они все уже мертвы наверняка, и ради мертвецов он не готов жертвовать всем. Но она настаивает. И когда она уже уходит из его комнаты, он спрашивает, а вы будете чувствовать себя виноватой, если я не вернусь? А она ему говорит, нет. Вот такой удивленный, ничего себе. И якобы именно из-за этого он все-таки организует свою собственную частную спасательную экспедицию, в которой и погибает. То есть, представляете, если бы не было Валерии, вот так по фильму, да, то ни Лундберг не отправился бы на льдину, ни Амундсен бы не отправился на спасение. То есть не погиб бы Амундсен, Нобель бы не был опозорен. Тем не менее, Валерию никто не винит. Вот на этом суде совести, который происходит в римской квартире у Берта Нобеля, все эти призраки, и живые, и мертвые собираются, и никто не обвиняет эту девушку в том, что она испортила жизнь вообще нескольким людям. Абсолютно не виноват, естественно, Мальмгрен. А виноват ли он в реальности? Ну, что я вам могу сказать? Во-первых, надо отдать ему должное. Он убеждал Нобеля экспедицию отложить на более поздний срок, на дирижабле. То есть даже не конец мая, ну, они начали еще в середине мая там совершать рекогносцировочный полет, но перенести на июнь, потому что опасность оледенения оболочки была все еще очень высока. Тут вокруг Шпицбергена там, или Новой Земли, или даже ЗФИ еще все было благополучно. Но если лететь к полюсу, то температуры там другие. Нобель не послушал его. Не просто потому, что он там не захотел его послушать. Понятно, что было много всяких обстоятельств, что они платили за каждый день просрочки, да, люди получали зарплату, вот это все. То есть он был стеснен тоже и в средствах, и в сроках. Ну, то есть он не смог учесть этот совет. Однако Мальмгрен подал и другой совет, которому Нобель последовал, к сожалению. Когда дирижабль достиг точки Северного полюса, они по плану должны были
высадить там десант научный, который впервые в истории человечества прямо вот на Северном полюсе проведет ряд каких-то измерений и исследований. И вот они уже готовятся к высадке. Но погодные условия резко портятся, и нужно принять решение, лететь ли им дальше в сторону Аляски, или же развернуться и лететь назад на Шпицберген. Если они летят на Шпицберген, то раньше появляется обитаемая земля, но лететь придется против ветра. И Мальмгрен настаивает именно на этом варианте. Если бы они полетели дальше по ветру, то опасность оледенения меньше, но зато там есть вероятность потерпеть аварию на совершенно безлюдных островах канадского архипелага, где они даже не все далеко были на карту нанесены. То есть там, как их искать, вообще непонятно было бы. То есть был резон вернуться. Так вот, Нобель последовал совету Мальмгрена, и из-за этого, в общем-то, дирижабль потерпел аварию. То есть Мальмгрен тоже, безусловно, виновен. Ваше мнение, доктор? Лучше вернуться в Кинсбей. Встречный ветер, туман сгущается, давление падает. На самом деле, то, что касается Амундсена, он узнал об аварии дирижабля Италии одним из первых, как мы знаем. И он же был одним из первых, кто начал планировать спасательную экспедицию, и кто стремился его спасти. Но мотивом его было вовсе не спасти своего, так сказать, товарища и соратника, а напомнить миру о себе. То есть показать себя настоящим таким полярным исследователем, который, невзирая на личную неприязнь, все-таки бросается на выручку своему коллеге в каком-то смысле. Вы знаете, восхитительная ложь этого фильма, которая оказалась пророчеством, это гибель Амундсена. По фильму Амундсен попадает в какую-то такую страну мертвых. Это изумительно красиво снято. То есть это огромная оболочка дирижабля, она рухнула на льдину, и вот ее остов и кое-где сохранившаяся обшивка, и все это вот в полярном таком сиянии, в сиянии полярного дня, вот эта вся красота с замерзшими людьми, с какими-то разброшенными вещами там по льдине, вот все это попадает Амундсен, как бы вот в загробный мир. Он рассказывает эту историю вот по фильму, явившись также в квартире Нобеля. Он рассказывает, что они с самолета увидели обломки дирижабля и решили приземлиться, потому что увидели там фигуры людей на льду. Приземлились они неудачно, и весь экипаж погиб, кроме самого Амундсена, который цел и невредим, бродит среди вот этих покойников, смотрит какие-то дневники, берет одну вещь, там другую, и, в общем, понимает, что он обречен, потому что у него нет ни радиосвязи, никакого запаса пищи. То есть это просто вопрос времени. Долгое время считалось, что Амундсен, самолет его, упал где-то в районе острова Медвежий, недалеко от Шпицбергена, и сразу же все погибли. Последние исследования, которые в книжке, которую я напишу там в комментариях, в какой книжке это написано, есть версия такая, что Амундсен, он же никому не говорил, куда лететь собирается. С самого начала не собирался спасать ребят из Красной палатки. Он хотел, и тех-то все хотели спасти, и уже началось соревнование, кто первый. А Амундсен решил найти тех, кто улетел на этой оболочке дальше, примерно как бы предполагали, где они могли упасть, но именно тех, кого никто не искал. Забыли о них, как будто их вообще не существовало, этих 6. И якобы самолет свой они направляли приблизительно туда. И вполне возможно, что если даже самолет упал, ведь это была летающая лодка на баллонах, то есть они не могли сразу утонуть, они какое-то время плыли как лодка. И они могли действительно увидеть этот дирижабль, а потом на этой лодке отдрейфовать там, к одному побережью. Вам сейчас географические подробности не готова рассказывать. Но через несколько лет нашли остаток лагеря на этом побережье одного из островов там, архипелага Шпицберген с остатками, в том числе ткани, которая использовалась только в оболочках дирижаблей и только в то время. То
То есть вполне возможно, что экипаж Амундсена действительно достиг того места, где разбился, где упала эта оболочка, подобрали какие-то вещи, какие-то документы, как свидетельство этого, чтобы предъявить, когда они окажутся на земле, и что они действительно достигли какого-то берега, и там зимовали, потом куда-то ушли и все-таки, вероятно, погибли. Но вот это вполне реальная версия, она косвенно подтверждается. Создатели фильма в 1968 году не могли этого знать. То есть эта версия, как говорится, врешь, да нечаянно правду скажешь. Это какое-то удивительное прозрение. Вообще этот фильм носит такой примирительный характер. Знаете, вот это нелегко, достаточно убедительно оправдать всех. На этом суде совести появляются все другие там новые персонажи, появляется даже Самойлович и Чухновский. Самойлович, как я говорила, руководитель экспедиции на Красине, а Борис Чухновский был просто человеком года, потому что проявил он удивительное самопожертвование. Дело было так. На борту Красина был самолет, так называемый «Красный медведь». Это у него был позывной «Красный медведь». Его пилотом был Борис Чухновский. И вот как бы смысл этой экспедиции в том состоял, что Красин насколько можно ближе подходит к красной палатке, а потом самолет совершает воздушную разведку и уже выглядывает там, где. Потому что, понимаете, льдины движутся. Они же не на острове, они на льдине. Это постоянное движение. Поэтому очень трудно их найти. Мало того, что красная палатка вся уже стала бурой, она уже выгорела. Так вот, Чухновский, отправившись в такой разведывательный полет, увидел сверху, ну не он сам, а его наблюдатель. Во-первых, они увидели сверху 3 фигуры. Мариана, Дзапи и Мальмгрена, как они думали. Они сообщили координаты на Красин, и Красин вскоре достиг этой точки и спасли 2, потому что никакого 3-го там не было. Оказалось, ну так предполагалось, что это одежда, какие-то тряпки, которые они разбросали на льдине, чтобы их было виднее сверху, ведь они же слышали самолет. После этого на обратном пути самолет Чухновского потерпел аварию. Сами они исправить ее не могли и просто остались на льдине ждать помощи. Но отправили радиограмму на Красин, чтобы обязательно сначала спасли тех, кто в красной палатке, а уж на обратном пути потом помогли своим. Передавай так. Наши координаты они получат после завершения операции по спасению итальянцев. Привет. Чухновский, все, иди. И так и было сделано. И по контрасту с поведением шведских летчиков, которые, ну, Лундберг-то молодец, да, он привез Нобеля, потом он отправился снова к красной палатке, но там уже неудачно сел и еще неделю сам просидел в этом лагере. А его друг, тоже шведский пилот, прилетев и удачно приземлившись там у красной палатки, забрал только самого Лундберга и больше никого. И уже не приезжали туда, потому что кого там забирать, ни одного шведа не осталось, Нобеля там тоже нет, так и, в общем-то, чего рисковать. Вот. Так что Чухновский был просто звездой номер 1, затмил даже Самойловича. И вот эти 2, которые появляются в квартире Нобеля. Чухновский, кстати, был еще жив тогда. Он стал полковником и умер году в 75-м, если не ошибаюсь. А Самойлович давно был мертв, и уж ему-то было что рассказать на этих посиделках. Но он ничего о себе не говорит, то есть он как бы находится в своем времени, из своей перспективы, да, и ничего не знает о своем будущем. И он очень примирительно говорит о том, что, ну, как бы никто не виноват. Не виноват Нобеля. Ну, чем он виноват? Ведь в итоге именно его радиограмма Нобеля, ему, Самойловичу, способствовала тому, что Чухновский вылетел на своем самолете и нашел хотя бы 2 сначала, Дзапи и Мариана, а потом уж и всех оставшихся в лагере Красной палатки. На самом деле вот такой прямой последовательности, конечно, не было. И Чухновский вылетел вовсе не потому, что Нобеля там радировал. Но в фильме получается так, что Нобеля все-таки действительно, ну, как бы приложил большие усилия и, можно сказать, спас своих товарищей. Именно его действия якобы привели их к их спасению. Можно подумать, без Нобеля вообще Красин просто так там стоял на прогулке. Ну, Чухновский тоже говорит, ну, не нам судить, что-то там такое. В конце концов,
конце концов, добряк Бьяджи говорит: вы помните, как вы мне рассказали там про графит? Посмотрите фильм, вы увидите, что ему удалось починить радиоприемник, когда кто-то, Трояне, по-моему, догадался, что можно графит взять из карандашика простого. Вот, и они, значит, так и сделали, что-то там сопротивление, в общем, наладили, и благодаря этому могли уже связываться с внешним миром. Бьяджи, это и есть сопротивление. И вот тут Бьяджи и говорит в кино: ведь меня же этому учили в школе радистов, ведь я это знал, а несколько дней не мог сообразить. И если бы я это сообразил раньше, вспомнил бы это, сделал все, то эти трое не ушли бы из лагеря, и Мальмгрен бы не погиб. Они его спрашивают: ну а что ж ты? Он говорит: а я просто забыл. Забыл? Простите меня. Забыл. Забыл. Я забыл, но меня никто не обвиняет в этом. Посмотрите на меня. А почему? Потому что я простой радист. А вот генерала нашего все обвиняют, потому что у него погоны генеральские. А я скажу. Вот. И вот. А посмотрите на нас, в пижамах мы все одинаковые. Поэтому, дорогой генерал, надевайте-ка вы пижаму, идите-ка вы спать. Дела, мол, это давние. В общем, все нормально, никто не виноват. Все случилось, как случилось. В конце концов, большинство все-таки считают, что Нобель виновен. Там происходит голосование. В этот раз, а это не первый и не последний, процессом руководит Лундберг. И вот все голосуют, суд присяжных. Валерий говорит: виновен, даже Мальмгрен говорит: виновен. В общем, все его обвиняют, уж тем более Дзаппи. И, наконец, что важнее всего для Нобеля, должен высказаться Амундсен. А все постепенно исчезают из этой ночной темной комнаты, и остается только Амундсен. И вот его мнение для Нобеля самое важное. Не хочу быть неправильно понятым, генерал. Если пожелаю, спокойной ночи. И они начинают откровенный разговор. И Амундсен говорит ему: наверное, все-таки вот что-то было не так, раз ты до сих пор мучаешься. Вот вспомни все, о чем ты думал в тот момент, когда садился в самолет. Вот вспомни все, о чем ты думал. Я сейчас не помню. Вспомним. Он говорит: ну о чем я думал? Как бы скорее вернуться, чтобы спасти остальных. Я думал о своей дочери, конечно, я думала там, ну, о том, о сём. Говорит: ну а еще? Ну, наверное, ты еще об этом думал. Да, и об этом думал, да. Ну и о горячей ванне, конечно, думал. Говорит: да, точно, я думал о горячей ванне. Как я мог? Мои друзья остаются в этой холодной палатке, а я о горячей ванне. Он говорит: ну что я в утешение могу тебе сказать, отвечает ему Амундсен. Ты пробыл 4 недели на льдине, а в 50 минутах лета была горячая ванна. Да, было бы не по-человечески не подумать о ней. Но видишь ли, становясь командиром, ты теряешь право на человеческие желания. Я тоже полетела не только потому, что мне очень было вас жалко. Я полетела еще и потому, что весь мир скажет: какой он благородный, этот Амундсен. Обо мне напишут снова в газетах. У нас гораздо больше общего, чем ты думаешь. И на этом происходит примирение. То есть никто не виноват. Конечно, не виноват Дзаппи, он вовсе и не ел Мальмгрена. Не виноват Нобеля, потому что он тоже человек, в конце концов. Ну, подумал о горячей ванне. Но ведь он же все-таки всех спас в итоге, хоть опосредованно. Уж тем более не виновата Валерия, которая тут всех под монастырь подвела. Не виноват Мальмгрен, который вообще святой. Виноват остается только Лундберг, который, в общем-то, кругом подлез, куда ни посмотри. Что плохого в деньгах? Они приносят нам счастье. Не похоже, что вы счастливый человек. Любопытно, что многие участники всех этих событий были живы, когда фильм вышел на экран. Поэтому создателям фильма приходилось так или иначе учитывать их мнение. И больше всего боялись того, что скажет Нобеля. Нобель-то был на премьере. Поэтому на протяжении всех съемок в Италии
Нобеля не пускали, не допускали до съемок, и ничего ему не показывали, никаких предварительных материалов. Но чтобы не было скандала, чтобы он не подозревал никакого подвоха, выделили специального человека, он был переводчиком в советской делегации, который должен был каждый день приходить к Нобелю и рассказывать, что происходит на съемочной площадке. И он ходил и рассказывал ему то, что тому приятно было услышать. Боялись, конечно, что, услышав вот это вот про ванну и так далее, Нобеля будет протестовать. Поэтому и не раскрывали всех карт. Но когда тот посмотрел фильм, он никакого недовольства не высказал. Признал, что это очень красивый фильм. Фильм был не только очень красивый, но он еще был фантастически дорогой. Потому что наше советское правительство, которое поначалу очень жалело денег и бюджет нужно не выделяло, именно поэтому пришлось искать итальянских партнеров, чтобы денег-то этих собрать. Уже потом, когда машина завертелась, не жалели денег. И поэтому, когда вы посмотрите этот фильм, знаете, что все ледоколы, все дирижабли, все самолеты абсолютно настоящие, работающие. То есть действительно восстановили дирижабль, по-настоящему летает. Никакой компьютерной графики. Если вы видите ледокол где-то там вот вдалеке, да, это настоящий ледокол. Настоящий. Каждый день работы которого стоит просто фантастических там сотен тысяч рублей тогда. Тем не менее, на все нашлись деньги, и фильм был снят и имел достаточно большой успех. Но, может быть, не такой, которого ожидали, чтобы вообще все там, весь мир в обморок упал. Но, тем не менее, он себя окупил, и был прокат во всем мире. Но, к сожалению, не с музыкой Зацепина он был показан во всем мире. Ну, не удалось это организовать, там авторские права, все такое прочее. И поэтому музыку для итальянской версии написал Эннио Морриконе. Она очень красивая, очень профессиональная, но, знаете, такая зрелая. Такое впечатление, что композитор вот сочиняет, знаете, так вот, посмотрите, как я могу, ну я просто маэстро, ну, это восхитительная музыка, она прекрасная, но она, честно говоря, мало имеет отношения к фильму. Она, ну, как бы просто красивая музыка. У вас сердце не защемит от нее, уверяю. Вот когда начинается Зацепинская, скрипочки пошли, вот тут вы понимаете, что это такая вот романтическая, ностальгическая, что это очень душещипательная история, хотя в то же время она такой про мужественный подвиг, там полярники, вот это все, но все-таки это другая тональность. Да? Если вот посмотрите фильм, например, «Два капитана» 1976 года, вот второй, да, более поздний, там какая музыка? Там сразу подвиг полярный, та-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 та и так далее. А тут начинается вот этот вздох, и эта прекрасная Арктика. И тональность этого фильма мне очень близка, потому что Арктика там показана во всей своей красоте и без человека. Вот этот отел ледников, вот эти редкие кадры, которые были вставлены в фильм, их снимали не во время съемок фильма, это отдельные кадры, очень редкие, когда вот это обваливается, эта груда ледника, вот этот синий лед, эта вода холодная. То есть вот этот свет необыкновенный, то есть Арктика, которая остается чистой всегда, и которой человек не нужен. И вот эти все беды, вся вот эта вот грязь, какая-то возня, вот это холод, цирк, все, это все так мелко по сравнению с этой восхитительной красотой. Я вам очень рекомендую это кино посмотреть и попробовать посмотреть на него как на художественный феномен. Художественный и в то же время феномен нашей культуры рубежа 60-х, 70-х годов. Забыла, хотела упомянуть еще один эпизод. Мне очень нравится такой, просто буквально несколько секунд в фильме, но красоты необыкновенной. Я вам говорила уже, что статуэточка Мадонны оказалась на льду вместе с Нобелем. Конечно, это не показано в фильме. Кстати, вот женский портрет там мелькает, вы можете это увидеть. Но вот это вот Мадонна, какое-то женское божество такое, оно в реальной истории имело место быть. И в фильме оно отразилось, но совершенно по-другому. Там есть такой эпизод, когда Николай Шмидт поймал сигнал СОС из лагеря Красной Палатки. Отправляется, значит, такая конная
делегация, такая кавалькада скачет сквозь березки для того, чтобы сообщить на почту, чтобы телеграмму дать куда следует, что они нашли, что сейчас они координаты сообщат. И вот такие запыхавшиеся парни такие вбегают в почту, а почта такой деревенский дом, бревенчатый, просто сруб. И к ним спиной сидит молодая женщина. И они такие: давай, скорее, телеграмму. И она совершенно с невозмутимым лицом поворачивается, а она в это время кормит своего младенца. И у нее такое прекрасное русское лицо, то есть она такая русская Мадонна, которая сейчас вот эту вот благую весть передаст туда наверх, и спасение уже будет гарантировано. Вот такой красивый эпизод. Ну, на этом, друзья мои, я завершаю цикл «Красная палатка». В него входит несколько роликов, и вся эта история разворачивается. Там я говорю о реальных людях, о реальных событиях, а в этом ролике вот и про фильм тоже, который увенчивает, как мне кажется, всю эту историю. Но я надеюсь, что когда-нибудь снят будет очень хороший и очень длинный сериал, потому что за бортом этой картины Михаила Колотозова 1969 года осталась, собственно, вся спасательная операция, которую проводили несколько стран и множество людей. И там были свои микроистории, которые было бы очень здорово тоже рассказать и показать. А, кстати, в 2023 году, если уж мы любим даты, 95 лет с этой самой экспедиции. Ну вот надеюсь, что к столетию будет снят сериал. На этом я закрываю тему «Красной палатки», но не уверена, что навсегда, потому что поиски продолжаются. Знаете, как случилось с историей двух капитанов? Ведь еще и до сейчас поиски продолжаются. А Арктика тема хороша, что она безлюдна, и там очень долго сохраняются всякие артефакты. И если уж что-то нашли там, то это с большой долей вероятности можно идентифицировать, можно понять, с какого корабля, с какой экспедиции, что это, кому, какой истории. К одной из сотен историй, происходивших в Арктике, этот артефакт имеет отношение, поэтому, кто знает, может быть, еще история Красной палатки будет продолжена, и мы узнаем больше о гибели Амундсена, например. Но из Арктики я не собираюсь уходить, а продолжаю рассказывать вам истории. И в следующий раз, наверное, думаю, что я расскажу вам лично про моего арктического героя, самого главного и самого любимого, Фритьофа Нансена, и его косплееров, которых, вы удивитесь, в 20 веке было несколько человек. И один из них тоже является моим большим и любимым героем. Надеюсь, что все это я буду вам рассказывать. А вы будете слушать и смотреть. Подписывайтесь на канал. И жмите колокольчик. Все на этом. Это именно то, что надо. Спи и мечтай. О чем? О великих делах века. Великих делах. И обо всем, что нам довелось увидеть. Это прекрасно.